Книга 15. Тао. Путь вознесения. Текущий контроль продвижения вашего восхождения. Можно контролировать продвижение своего вознесения мышечным или внутренним тестированием, или используя маятник, чтобы определить, сколько единиц ДНК вы воплотили на физике на сегодняшний день в процессе своего восхождения. У многих посвященных в связи с этим имеются проблемы, поскольку они не знают, как проводить тестирование должным образом. Многие, на начальных уровнях получают ответы, в которых сильно завышается реальное положение дел, даже выше того, что открыто посвященным для охвата в это историческое время. Почему так трудно получить точное толкование на начальных уровнях восхождения? Одна из наибольших проблем – уровень электричества, которое присутствует в поле большинства людей, и которым они окружают себя днем и ночью при проживании в городе, пригороде, недалеко от места работы. Электричество создает завесы иллюзии, и когда проводят тестирование, или пользуются маятником, то обычно получают назад тот ответ, которого желают, а не истинное положение вещей. Каков же выход? Выразите намерение заземлиться и синтезировать поле посредством медитации синтеза, а также высвободить все электрические тоны творения, и восстановить тоны творения, известные как язык света, который должен дать вам большую частоту, прозрачность поля в момент запроса. Поскольку восходящие люди продвигают поле становиться все более и более магнитным, большая частота поля становится все более нарастающим фактором, ну а затем также становятся возможными и более точные ответы на вопросы наряду с большей способностью слышать свое руководство. Попробуйте проделать тестирование после медитации синтеза, задавая имеющиеся вопросы. В таком случае, вероятность получения точного ответа значительно возрастает. Тело знает всегда, только часто сознание формы не желает услышать истину. Имеется мало пользы от того, чтобы входить в фантазию об уровне своего восхождения. Это лишь станет отвлекающим фоном, через который тьма сможет манипулировать вами на смерть, а не вознесение. Поэтому, сохранение точности, прозрачности и честности с самим собой весьма важно при вознесении, особенно при посвящениях выше 3000.